Первым делом вертолеты, а Иран и Канада потом. Трамп похвастался новой вертолетной площадкой. Сторговался за бесплатно. Сценарист «Симпсонов», который предсказал президентство Трампа 26 лет назад, будет баллотироваться в президенты. Трамп утверждает, что у него с Ким Чен Ыном все лучше не придумаешь. Сестра Кима напомнила Трампу. США остаются врагом Северной Кореи. Москва не бензиновая. Очереди за топливом вновь растянулись на часы. Тайвань начинает платить гражданам дивиденды от прибыли с искусственного интеллекта. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп устроил журналистам экскурсию по строящейся вертолетной площадке на южной лужайке Белого дома. Работы резко ускорили перед намеченным на конец сентября визитом председателя КНР Си Цзиньпина. Гранитная площадка стоимостью около $6 миллионов предназначена для новых президентских вертолетов. Сейчас, направленный вниз, выхлоп повреждает газон. Проект оплачивает компания-производитель вертолетов. Площадка стала очередной частью проекта Трампа по перестройке Белого дома, наряду с переделкой розового сада и строительством нового бального зала. Более 50 лет здесь хотели построить вертолетную площадку. Даже дольше. Но никто не знал, как к этому подступиться. А мы строим великолепную площадку. Ее предоставила компания «Сикорский», производитель вертолетов. Потому что некоторые наши вертолеты здесь даже не могут приземлиться. Новейшие вертолеты заказали уже давно. Затем изготовили. И недавно они прибыли. Но садиться на траву они не могли. Их двигатели настолько мощные, что вырывали весь газон. Попробовали посадить, и трава буквально разлетелась во все стороны. Работы почти завершены. Самое трудное уже сделано. И все самое красивое тоже готово. Сейчас укладывают верхнюю гранитную плиту. На ней написано «Печать Соединенных Штатов Америки». Именно так. Если посмотреть на президентские печати, там написано «Печать президента Соединенных Штатов Америки». Это означает, что президент находится в Белом доме. Газон был в ужасном состоянии. Здесь уже 54 года работает замечательный человек по имени Дейл. Он сказал, знаете, было бы неплохо заменить траву. У травы, как и у людей, есть свой срок жизни. Сейчас ее уже уложили. Если вы вернетесь через 2-3 недели, пока она переживает стресс, то увидите результат. Здесь все полностью переделали. Всюду уложили новый плодородный слой почвы. Другими словами, сверху насыпали совершенно новую землю. В ней очень много полезных для травы веществ. Если вы трава, то вы очень счастливы. Это вертолетная площадка высочайшего уровня. На нее сможет приземлиться любой вертолет в мире, независимо от его размера, мощности и веса. Я объяснял строителям, что когда новые большие вертолеты, Сикорский, приземлялись на газон, трава была полностью уничтожена. С воздуха и с любой другой точки все это будет выглядеть невероятно. И повторю, эту площадку будут использовать для самых разных торжеств и крупных встреч. Например, через пару недель к нам приезжает председатель Си. Мы не рассчитывали закончить все к его приезду, но работы идут настолько хорошо. Это будет величайший в мире военный комплекс и одновременно бальный зал. Ничего подобного больше нигде не будет. Это обратная сторона плиты. Ее перевернут и уложат. Поэтому никто этого не увидит, пока лет через 400-500 сооружения не начнут разбирать. Так что, полагаю, этого, вероятно, никто и не увидит. Такую же монету я вручил молодому спасателю, который спас мальчика, потому что он настоящий герой. А эти монеты уложат вот так. Здесь 3 разные монеты. Все разные. Вот так. И вот так. Затем их перевернут. Если посмотреть туда, это так называемые стены жесткости. Они изготовлены из бетона высочайшей прочности. Внутрь устанавливают стальные конструкции, а эти стены не позволяют им изгибаться и деформироваться. Обычно ничего подобного не строят. Но для площадки, для беспилотников и всего остального нам это понадобилось. Все будет закончено. Как думаете? Что скажешь, Гэри? Возможно, 21-го. 21-го? Значит, можем успеть к приезду председателя Си. Было бы здорово. Если закончим к 21-му, он как раз приезжает. Было бы неплохо. Сценарист «Симпсонов», еще 26 лет назад предсказавший появление Дональда Трампа в Белом доме, теперь сам идет в президенты США.
Дэн Грини объявил, что намерен участвовать в праймериз от республиканской партии на выборах 2028 года. Свою предвыборную программу он называет прогрессивной республиканской, в традициях Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта, а главной задачей – возвращение Америки к фундаментальным ценностям. Я хочу вернуть Америку к основополагающим ценностям, которые, как я считаю, она олицетворяет и от которых мы отклонились. Это равенство всех людей. Принцип, согласно которому все люди созданы равными. Раньше говорили «все мужчины». Теперь можно сказать «все люди». Это демократия и верховенство закона. Власть народа. Волей народа и для народа. Вот и все. В этом заключается наша миссия. Я отношусь к этому серьезно. Так меня воспитали. Именно в такую Америку я верю. Мультипликационный сериал «Симпсоны» – одно из самых известных и популярных телешоу на планете. Он выходит на телеканале Fox с 1989 года без перерывов. В 2000 году Грини написал сценарий 17-й серии 11-го сезона мультсериала «Симпсоны». Эпизод назывался «Барт в будущем». В ней Лиза Симпсон становится президентом и получает от предшественника Трампа разоренную страну с огромным бюджетным дефицитом. Реальный Трамп впервые победил на президентских выборах через 16 лет. Мы рассуждали, до какого состояния нужно довести Америку, чтобы Лизе Симпсон, президенту Лизе, понадобилась помощь Барта для спасения страны. Я спросил, а кто был президентом до нее? Другой сценарист предложил Джонни Деппа. Честно говоря, для меня это совершенно не имело смысла. Это было забавно, но нелогично. Почему кто-то должен голосовать за Джонни Деппа? Я сказал, нет, за Джонни Деппа они не проголосуют. Они проголосуют за того, кто пообещает им все, что угодно, кто ради этой должности готов говорить что угодно и совершенно лишен стыда. Мы всегда на это попадались. У нас всегда были мошенники и шарлатаны. Мы проголосуем за кого-нибудь вроде Дональда Трампа. Так и произошло. Грини обвиняет республиканскую и демократическую партии в провалах, создавших условия для прихода к власти Дональда Трампа. Больше всего сценарист критикует Верховный суд. По мнению Грини, его решения судей Верховного суда укрепили влияние мультимиллиардеров и крупных корпораций на выборы и помогли Трампу избежать приговоров по уголовным делам и вернуться в политику. Сейчас я действительно чувствую, что делаю все возможное, чтобы помочь нам воплотить в жизнь лучшее будущее. Возможно, мы сами заслужили то, что произошло. Трамп — одно из проявлений нашей сущности, но не единственное. Он отражает одну сторону нашей природы, однако у нее есть и другие стороны. Давайте изменим направление и проявим свои лучшие качества. Существует прекрасная традиция гуманного, порядочного и прогрессивного республиканизма. Просто ее затмила другая сторона нашей природы, пробужденная, и не без оснований, чувством незащищенности и потерянности, которое американский рабочий класс испытал из-за Североамериканского соглашения о свободной торговле и всего, что за ним последовало. Демократы плохо защищали интересы американского народа, а республиканцы им в этом потворствовали. Поэтому я понимаю, как мы оказались в этом безобразном положении, но думаю, что мы способны из него выбраться. Программа Дэна Грини предусматривает расширение состава Верховного суда с 9 до 13 судей, ограничение роли спонсоров в американской политике и расследование действий администрации Трампа. Он выступает за всеобщее медицинское страхование, доступное жилье, масштабную зеленую модернизацию экономики, безусловное право женщин на аборты и ужесточение оборота оружия. Свои шансы на победу в праймериз Грини называют минимальными. Баллотироваться его подтолкнула поддержка Трампа руководителями технологических корпораций и миллиардерами. По словам сценариста, выбор был простым – попытаться что-то изменить или не делать ничего. Причина нынешнего полного беспорядка – Верховный суд. Более 20 лет Верховный суд усиливал голос спонсоров и заглушал голос избирателей. Это был систематический и целенаправленный процесс. Окончательно поверить в то, что судьи действительно следуют закону, мне помешал тот момент, когда они воспрепятствовали правосудию и вернули Трампа. Это стало последней чертой. Они слишком далеко зашли. Маски были сброшены. И теперь мы видим суд, который не соблюдает закон. А значит, это уже не суд. Для меня выбор был прост – сделать это или не делать ничего. В такое время я не мог позволить себе бездействовать. Увидев миллиардеров на сцене рядом с Трампом во время его инаугурации, я испытал отвращение к их покорности и соучастию. Я считал, что они ошибаются, и что президентство Трампа закончится катастрофой. Но затем спросил себя, а чем мои действия отличаются от их поступков? Именно это и подтолкнуло меня встать на этот путь. Возможно, это было неразумно. Возможно, мои шансы ничтожно малы. Но попытки что-то сделать приносят мне гораздо больше удовлетворения, чем ожидания, пока все закончится само собой. Для меня Америка — это страна и одновременно нравственный проект по созданию такой системы государственного устройства и общества, которая посредством демократии и верховенства закона выражает и признает достоинство каждого человека. Это нравственный проект. По сути, именно с этим я и иду на выборы.
Президент США Дональд Трамп намерен до конца года в 4-й раз встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Возможным местом для переговоров в Белом доме называют один из саммитов во время поездки Трампа по Азии в ноябре. Конкретных договоренностей пока нет. Президент отказался отвечать, обменивался ли он с Ким Чен Ыном письмами. Попытка организовать встречу во время прошлогоднего азиатского турне сорвалась из-за нехватки времени на подготовку. Вы обмениваетесь письмами с Ким Чен Ыном? Я не могу вам этого сказать. Но мы с ним ладим, верно? И знаете что? То, что мы с ним ладим, это хорошо, а не плохо. У него 57 очень мощных ядерных боезарядов. Этого вообще нельзя было допускать. Ему не должны были позволить их получить. Если бы я был президентом, я бы этого не допустил. Но теперь они у него есть. Мы с ним очень хорошо ладим. Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие. Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына. И с ним все будет нормально, пока у нас умный президент. Если же президент будет глупым, тогда, вероятно, все будет не так хорошо. Вы рассчитываете встретиться с ним позднее в этом... Да, встречусь. Перед новой попыткой ближе подружиться с Северной Кореей, Трамп распорядился сократить программу военных учений с Южной Кореей и опубликовал фотографию встречи с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне в 2019 году. Во время первого президентского срока Трамп встречался с северокорейским лидером в Сингапуре, Ханое, и на границе двух Корей. Переговоры не привели к разоружению Северной Кореи. А Пхеньян продолжил наращивать ядерный арсенал и стал союзником России в войне против Украины, поставляя ракеты и живую силу. По оценке Трампа, у КНДР уже 57 ядерных боезарядов. Ким Чен Ын недавно потребовал дополнительно нарастить ядерный потенциал. Трамп утверждает, что сдержать Пхеньян позволит лишь его личная взаимная симпатия с северокорейским диктатором. Сокращение американо-южнокорейских учений не изменило враждебной политики Вашингтона. Об этом сообщила сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Йо Чон. По ее словам, Пхеньян не видит смысла обсуждать решение президента США Дональда Трампа сократить американское участие в маневрах. Но Ким Йо Чон признала, что личные отношения Кима и Трампа остаются хорошими. О недавних контактах между лидерами ей неизвестно. Что касается внезапного заявления президента США, сделанного несколько дней назад, о сокращении масштабов совместных американо-южнокорейских военных учений, мы не видим смысла его комментировать и совершенно им не интересуемся. Сокращение масштабов или продолжительности маневров не меняет провокационного и агрессивного характера подобных военных учений. Что касается поступающих из Вашингтона сообщений о недавних контактах между руководителями КНДР и Соединенных Штатов, мне об этом ничего не известно. Возможно, это единственный вопрос, связанный с внешней политикой нашего высшего руководства, о котором я не осведомлена. Уже неоднократно заявлялось, что глава нашего государства лично хранит добрые воспоминания о Трампе и относится к нему положительно. Отношения между двумя лидерами остаются по-настоящему прекрасными. Пользуясь случаем, хотим ясно заявить, утверждение об дополнительной отправке наших военнослужащих, придуманное и распространяемое Зеленским, является совершенно беспочвенной фальсификацией, устроенной Киевом. Ответственность за возникновение и затягивание украинского кризиса целиком лежит на Соединенных Штатах и Западе, которые создали для него условия и продолжают его разжигать. США и Канада остановили новый виток торговой войны. Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни сообщил: Оттава отменит пошлины на американскую сельхозпродукцию и промышленные товары. Вашингтон снизит собственные тарифы. Однако соглашение еще не оформлено, а Канада не подтвердила уступок по защищенному молочному рынку. На завершение сделки отведено 3 дня. До субботы США приостановили введение 50% пошлин на канадские товары общей стоимостью около $20 миллиардов. Да, прошлым вечером у нас состоялся очень хороший разговор с премьер-министром, и мы заключили соглашение с Канадой. Как вы знаете, сегодня должны были вступить в силу 50% пошлины на все канадские товары. Но вчера канадская сторона позвонила и согласилась на условия, которые были нам необходимы. Это очень справедливое соглашение для обеих сторон. Для наших фермеров пошлины исчезнут полностью. Наши фермеры платили огромные пошлины при поставках продукции в Канаду. Теперь эти пошлины будут полностью отменены, снижены до 0. Снизят ли Соединенные Штаты пошлины на... Мы предпринимаем определенные шаги. Нужно чем-то поступиться, поэтому мы тоже кое-что делаем. Они платили высокую ставку, а мы немного ее снижаем. Это выгодно всем. Наши фермеры будут в восторге. Наши производители будут в восторге. По сути, теперь при поставках нашей продукции в Канаду пошлин не будет. Канада взимала с нас огромные пошлины. Теперь для нас больше нет никаких квот. Как вы знаете, в соответствии с новым тарифным планом, который мы представили, с сегодняшнего дня на все канадские товары должна была действовать пошлина в размере 50%. Но мы отложили ее введение на 3 дня. Теперь все зависит от окончательного оформления документов.
Поэтому при условии окончательного согласования документов у нас есть соглашение с Канадой. Думаю, оно очень выгодно обеим сторонам. Это отличное соглашение для наших фермеров. Их больше не будут сдерживать, потому что действия Канады причиняли им очень серьезный ущерб. Ирак попросил Иран предоставить его нефтяным танкерам особый режим прохода через Ормузский пролив. Председатель парламента Ирака Хейбат Аль-Халбуси передал прошение председателю парламента Ирана и главному переговорщику с США Мохаммаду Багеру Галибафу в Багдаде. Условия экспорта не раскрываются. Аль-Халбуси потребовал учитывать положение Ирака. Нефть обеспечивает более 90% государственных доходов. До войны страна экспортировала около 108 миллионов баррелей нефти в месяц, примерно 90% шло через Ормуз. В июле через пролив вывезли менее 37 миллионов баррелей, еще 7 миллионов через турецкий Джейхан. Это менее половины прежнего объема. Новое годичное соглашение с Турцией предусматривает поставки по трубопроводу Киркук. Джейхан не менее 23 миллионов баррелей в месяц. В то же время президент США Дональд Трамп называет пролив Ормузский пролив открытым. Но системы слежения зафиксировали во вторник лишь 6 торговых судов. Издание Axios сообщает о секретном американском коридоре. Под прикрытием авиации каждую ночь проходят 15-20 танкеров, вывозя около 10 миллионов баррелей, чуть менее половины довоенного объема. Министр финансов заявил, что уже на этой неделе могут быть введены самые серьезные санкции против Ирана. Когда это произойдет и какие еще санкции вы можете ввести? Есть меры, которые мы можем применить. В нашем распоряжении имеются чрезвычайно жесткие санкции. Посмотрим, что произойдет. Сейчас пролив открыт, через него проходит много судов. Об этом не сообщают. Возможно, в какой-то момент движение немного сократится, но сейчас там проходит много судов. Морская блокада оказалась чрезвычайно эффективной. Ничего не прошло? Буквально ничего за все время ее действия. А действует она уже довольно долго. Были лишь несколько коротких перерывов, когда мы намеренно открывали проход в рамках соглашения. Но соглашение оно оказалось не таким, как нам обещали. Нам говорят одно, а делают другое. Блокада была успешной на 100%. Ни одно судно не вошло в Иран, хотя в другие страны суда проходят. Но посмотрим, что произойдет. Либо все сложится исключительно хорошо, и цены на нефть рухнут, либо мы продолжим делать именно то, что делаем сейчас. Говорили, что нефть будет стоить $350 за баррель, а сегодня она стоит $84-85. Мы добываем очень много нефти. Кроме того, люди нашли другие источники, о которых прежде даже не задумывались. Техас, Аляска, Луизиана и другие места. Строится и множество трубопроводов, рекордное количество. Поэтому, думаю, Ормузский пролив уже не будет иметь такого значения, как прежде. Топливный кризис вернулся в Москву. На заправках российской столицы и в Московской области выстроились очереди. Часть станций закрыта, часть отпускает только дизель. Роснефть ограничила продажу бензина 30 литрами на автомобиль. Газпромнефть 40 на автоматических и 60 на обычных станциях. Татнефть 50. Аналогичные ограничения ввел и Лукойл. Мы объехали уже 5 заправок, нет бензина. А вообще в последнее время как? Ну вот буквально на той неделе был бензин. Сейчас нет, поэтому. Ну, минут 20 где-то в среднем. Это второй заход. Первый дошел до заправки, и сказали, бензина нету. Сейчас круг сделал, бензин появился опять. Ну, как-то так. Как вы думаете, надолго эта ситуация? Да нет, думаю, недель-два уже нормально будет все. Достаю всего 10 минут. На самом деле проблемы большой не вижу. Если там хочешь заправиться, да, надо время подгадать, но заправиться можно всегда. Все печально очень. Чтобы найти топливо, это надо, наверное, пол Москвы проехаться. Очень. И то не найдешь. 2 часа, 3 часа будешь стоять в потоке. Мне кажется, это... Я не буду комментировать, но это... Ничего хорошего ждать, наверное, от этого нам не предстоит. Ну, как видите, очереди. Бензин где-то есть, где-то нет. Заправляться, наверное, лучше ночью, за городом. В общем, лучше ситуация, чем здесь. Дефицит топлива в России нарастает с мая и к июлю распространился на большинство российских регионов и оккупированной территории Украины. После новых украинских ударов ограничения вновь ввели как минимум в 10 регионах. Атакам уже подверглись все 11 крупнейших российских производителей бензина. По оценке компании Каплер, за последний год поражены не менее 25 НПЗ. К середине июля фактически не работали мощности, ранее перерабатывавшие 1,5-2 миллиона баррелей в сутки, около четверти всей российской нефтепереработки.
Загрузка заводов опустилась до уровня 2005 года, а производство бензина покрывает лишь 2/3 летнего спроса. Бензин подорожал с начала года примерно на 19%. Россия уже запретила экспорт бензина и дизеля, снизила требования к качеству и начала импорт. Беларусь за 25 дней июня поставила рекордную 141 тысячу тонн. При этом белорусский бензин с начала мая подорожал на 80%. Казахстан согласился поставить еще 50 тысяч тонн. До этого обсуждался обмен на российское авиационное топливо. Из Индии уже прибыла партия объемом 68 тысяч тонн. Еще 2 находятся в пути. Поставщик – компания Nayara Energy, на 49% принадлежащая Роснефти. Россия продает Индии нефть по существенно сниженной цене, как серый экспорт, а затем покупает бензин по мировой цене, дополнительно оплачивая перегрузку, доставку и страхование. Разницу с внутренней ценой компенсирует российский бюджет. 3 государственные нефтяные компании Индии увеличить поставки отказались. Свободных объемов у них нет. Даже запланированные 400 тысяч тонн импорта в месяц покроют лишь около трети дефицита. Китай ответил на планы Вашингтона разделить партнеров в сфере искусственного интеллекта на своих и чужих. Ранее СМИ сообщали, что США готовятся предупредить десятки стран. Если они присоединятся к китайской инициативе по развитию ИИ, то могут лишиться участия в американской коалиции. Искусственный интеллект – общий результат человеческой изобретательности и ценное достояние всего человечества. Международное сообщество рассчитывает на широкое сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Каждая страна имеет право самостоятельно выбирать партнеров, исходя из своих национальных условий и потребностей развития. Китай решительно выступает против того, чтобы страны заставляли выбирать сторону и втягивали в противостояние блоков по вопросам, связанным с искусственным интеллектом. Мы надеемся, что все стороны откажутся от мышления в духе игры с нулевой суммой, будут стремиться к сотрудничеству и совместному развитию, уважать цифровой суверенитет всех стран и вместе работать над созданием справедливой и равноправной глобальной системы управления искусственным интеллектом. Это позволит ИИ стать важной движущей силой общего процветания и обеспечения общей безопасности. Речь идет об инициативе Pax Silica, которую Вашингтон запустил в прошлом году. Она объединяет около 2 десятков стран и должна укрепить цепочки поставок для производства чипов, развития искусственного интеллекта и добычи критически важных минералов. Среди участников Япония, Австралия, Южная Корея и Казахстан. Именно Казахстан оказался в центре спора. Он присоединился и к американской инициативе, и к созданной Пекином Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. По данным Reuters, в Вашингтоне считают, что одновременно участвовать в 2 конкурирующих системах нельзя. США хотят ограничить доступ Китая к технологиям и ресурсам, необходимым для развития наиболее мощных моделей ИИ. Пекин с таким подходом не согласен и настаивает, что государства должны сами решать, с кем им сотрудничать. Тайвань готовит новую универсальную выплату. В 2027 году каждому жителю планируют перечислить по 10 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно по $314 США. Президент Тайваня Лай Цзиньде сообщил, что из бюджета для этого выделят примерно $7,5 миллиардов США. Источник выплат – излишки доходов бюджета, полученные на фоне бурного развития искусственного интеллекта. Тайвань остается ключевым мировым производителем передовых микросхем и серверного оборудования. Власти ожидают, что доходы страны в следующем году приблизятся к 4 триллионам новых тайваньских долларов. Лай Цзиньде назвал их дивидендами с искусственного интеллекта, которые должны получить все граждане Тайваня. Потратить деньги можно будет без ограничений. Однако проект еще должен утвердить парламент. Окончательные сроки и правила получения объявят позднее. Аналогичные выплаты Тайвань уже проводил в прошлом, 2025 году.